Привет, Арми. После того, что казалось вечностью. Наконец, настал момент, который принес покой многим сердцам. Не из-за какого-то большого объявления. Не из-за каких-либо разъяснений. А потому что мы наконец-то снова увидели наших двух малышей. Тэхёна и Чингука. Тэхён появился первым в своем последнем обновлении. Небольшой знак, но достаточно сильный, чтобы сказать: «Я существую, и со мной все в порядке». Вскоре после этого Чингук появился на вечеринке S.Q. Он пришел поддержать Мингю, насладиться концертом своего друга, сам того не зная. Принести чувство безопасности стольким людям. Этот момент был не просто случайным появлением. Это был ясный сигнал, что они присутствуют, активны и находятся в безопасном месте в своей жизни. Увидеть Чингука в тот вечер было совсем по-другому. Он выглядел спокойным. Его улыбка была искренней. Он был полностью сосредоточен на настоящем моменте. На его лице не было напряжения. В его глазах не было бремени. Только наслаждение и покой. Его глаза сияли, когда он смотрел на сцену. И его улыбка была не настоящей. Словно он действительно позволял себе быть счастливым. Видя Чингука таким, мы поняли, как долго он, возможно, сдерживал себя. Его присутствие всегда производило впечатление. Когда Чингук выглядел хорошо, многие сердца чувствовали себя спокойно. Его улыбка, его ямочки в очередной раз напомнили нам, почему так много людей так сильно его любили. Даже то, как он шел, как он был одет, как он покидал зал, все это говорило об одном. Он был сильным, спокойным и уверенным. У Чингука есть уникальный способ сочетать комфорт и зрелость. И в тот вечер все это было продемонстрировано во всей красе. Во время концерта он также показал свою самую человечную сторону. Он был полностью вовлечен в жизнь Мингю. Поддерживал тихо, но искренне. Этот жест был простым, но значимым. Чингук всегда был известен как друг, который всегда рядом всем сердцем. И в тот вечер он снова показал себя с лучшей стороны. В разгар момента Чингука видели делающим фотографии. И с тех пор многие начали задаваться вопросом: была ли это фотография для Тэхёна? Подтверждения не было. Но эта мысль просто пришла в голову. Потому что их связь всегда чувствовалась даже без доказательств. У Тэхёна и Чингука была связь, которая оставалась живой. Даже несмотря на то, что они не всегда стояли рядом. Эта связь была видна в мелких деталях, в простых жестах и в том, как каждый из них переживал важные моменты. Возвращение Чингука после столь долгого перерыва стало источником радости. И то же самое всегда происходит. Каждый раз, когда мы видим Тэхёна, оба приносят стабильность. И это влияние ощутимо. Даже несмотря на то, что Тэкук не всегда появляется перед камерой одновременно. Их связь остается. Просто увидев их по отдельности, достаточно понять, как сильно они скучают друг по другу. И как сильно мы тоже по ним скучаем. Тэхёна и Чингука любят, потому что они олицетворяют собой нечто настоящее. Нечто искреннее. Видеть их счастливыми, наслаждающимися жизнью и движущимися в своем собственном темпе. Более чем достаточно. 27 января – необычный день. За эти годы эта дата стала свидетелем многих важных моментов в истории Тэхёна и Чингука. В 2016 году
Тэхён поделился песней о том, каково это — жить без такого важного человека. В тот же день Чингук поделился отрывком песни об отношениях, которые оставляют глубокий след. Две точки зрения. Одно чувство, переданное через музыку. Песня «Nothing Like Us» снова приобретает особый смысл, когда Чингук поет ее, глядя на Тэхёна. Его взгляд полон эмоций, полной любви. И Тэхён ответил тихой улыбкой, как будто говоря: «Я понимаю». В Bon Voyage Чингук снова спел эту песню перед дверью спальни Тэхёна. Было тихо, но полно чувств. Такие моменты повторялись годами, создавались благодаря маленьким жестам, нежному вниманию и постоянному присутствию. Для понимания их отношений не требовались сложные объяснения. Просто посмотрите, как они смотрели друг на друга, как они искали друг друга, и то, как они обретали покой, когда были вместе. Тэхён и Чингук продемонстрировали отношения, построенные на времени, доверии и чувствах, которые не нужно было выкрикивать. И, возможно, именно поэтому эти отношения продолжают казаться такими крепкими. Потому что они настоящие, спокойные и полные любви. И, возможно, именно это мы всегда ищем. Негромкий ответ, негромкое объяснение. Просто вера в то, что Тэхён и Чингук в порядке, что они в безопасности, что они счастливы по-своему. Пока они могли улыбаться, наслаждаться маленькими моментами и спокойно ходить. Этого было достаточно. Тэхёну не нужно было ничего доказывать. Его чувствовали. В тишине, со временем и в присутствии, которое никогда по-настоящему не покидало его. Спасибо, что дослушали до конца. Если эта история тронула ваше сердце, не стесняйтесь поставить лайк в знак небольшой поддержки. А если вы хотите продолжить идти с нами, вспоминая о Тэхёне и Чингуке, пожалуйста, подпишитесь и включите уведомления, чтобы не пропустить следующую историю. Дайте нам знать в комментариях, какая часть вам понравилась больше всего. Потому что каждое чувство здесь всегда стоит того, чтобы им поделиться. До встречи в следующей истории. Берегите свои сердца, арми. И прежде чем это видео действительно закончится, есть одна маленькая вещь, которую мы все, возможно, захотим хранить в своих сердцах. Что не все отношения нужно объявлять. Не все чувства нужно объяснять. Некоторые достаточно оберегать. Жить с ними и позволить им расти в безопасном месте. Тэхён и Чингук учат нас этому. О тихом присутствии, о внимании, которое не требует усилий, о любви, которую не нужно доказывать, потому что она кажется настоящей. Может быть, поэтому каждый раз, когда они появляются, даже ненадолго, это как возвращение домой. И пока они продолжают идти, спокойные и цельные, мы всегда будем здесь, наблюдая, поддерживая и скучая самым нежным образом. И, возможно, за всеми моментами, которые мы видели, есть одна простая истина, которая всегда возвращается. Что они никогда по-настоящему не уходили. Они просто жили своей жизнью. Более тихо, более зрело и более верно себе. Тэхён и Чингук не потеряли своего блеска. Он просто изменил форму в безмятежность,
в устойчивое присутствие, в улыбку, которую не нужно выставлять на показ. А мы, зрители, все, что мы можем сделать, это не требовать объяснений, а уважать личное пространство, которое они сохраняют.